Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка Шьет. Сегодня я также поделюсь своими знаниями. Мы сегодня будем рассматривать, как делать карман в рамку. Я вам покажу очень простой способ и, естественно, свои маленькие секретики по работе с трикотажем. Конечно, у нас будет лак, мел, линеечка на 3 сантиметра ширина линеечки. Я пользуюсь такой линеечкой. Если сделаете карман листочку, то я делаю на ширину линеечки. Ширину кармана, ширину листочки на ширину линеечки. И что нам потребуется? Мы продолжаем все то, что мы начали. Я продолжаю делать карман на спортивном костюмчике. Я не хочу змейки, я вот наметила, где у меня будет нагрудный карман. Вот. Дальше я намечаю на изнанке. Намечаю на изнанке этот карман. Все мы проверяем, все ли у нас посерединке, чтобы была симметрия обязательно, чтобы у нас не было никакого перекоса. Мы проверяем, все ли мы правильно наметили, вот, чтобы было все симметрично, чтобы у нас ничего не перекашивало. Обязательно. Вот я намечаю, и была параллельность. Вот так вот намечаю я. Дальше что я делаю? Намечаю на лице вход и выход, чтобы я могла регулировать карман с любой стороны, потому что нам нужно будет ориентироваться, где, что, как. Так. И что я делаю? Мне нужно проклеить именно это место, там, где у меня линия кармана. Я проклеиваю вот такой вот долевой, клеевой, вот такая тканевая клеевая, и наклеиваю я ее, чтобы она выходила за пределы намеченных линий, сантиметр-полтора, это уже как вам удобно. И беру вот такой лист А4, утюг, естественно, и проклеиваю так, чтобы оно не приклеилось, страхую себя, приклеиваю этот клеевую. Проклеиваю клеевую. Теперь я могу просто прогладить, потому что уже как бы оно наклеилось, и я вот так вот таким вот способом приклеила, чтобы у нас был красивый карманчик, чтобы никуда не двигалось, потому что на любой ткани, когда мы делаем карман, обязательно нужно прокладывать такую клеевую, для того, чтобы было все идеально. Для что я еще подготовила? Я еще подготовила, у меня здесь карманка. Вот я вырезала вход в карман. Это мешковина для кармана. Сейчас я ее немножко, естественно, как и долевичок, сделала больше. И что мне нужно, как мне рассчитать? Мне мешковина, вход в мешковину, вот где-то считайте вот на руку вот так вот.
чтобы вы имели всегда представление, не на свою руку ориентировались, я делаю 25 сантиметров. 25 сантиметров и плюс припуски. Это вдвойне будет вот в таком вот виде. Еще плюс припуски и будет вот в таком вот состоянии у нас будет. Я сейчас срежу лишнее. Я немножко оставлю для страховки чуть больше, так как оно уйдет половина ткани. И мы намечаем середину, где середина на этой у нас мешковине. И что я делаю? На эту середину мешковины, вот так вот оно должно быть. И на середину мешковины я также наклеиваю клеевую, так чтобы у нас был вход в карман очень красивый. Вот. Чтобы ложился красиво и был результат качества. Обязательно. Ну, при желании прикладывайте лист А4, чтобы оно у вас не приклеилось в начале, а потом вы можете уже без клея чуть-чуть отстаивать. Все, я подрезаю, где у меня здесь лишние. Вот такие вот. Все это я опять отстаиваю. Даже чуть-чуть можно паром, чтобы оно хорошо, когда паром, оно хорошо приклеивается. Так, утюг мне пока не нужен. Утюг мне пока не нужен. Что я дальше делаю? Я беру вот этот кусочек, как видите, я наклеила по серединке, даже немножко чуть-чуть сдвинула. Я сейчас объясню, по какой причине. Так, дальше что я делаю? Я разворачиваю на лицевую сторону. И у нас верхняя часть должна быть немножко... В принципе, они должны быть одинаковые, потому что я буду... И что я делаю? Я должна наметить и сделать точно такую рамочку. Что я делаю? Сейчас я найду вот так вот серединку. Вот. Чтобы оно было видно. И вот так вот примерно я очерчиваю вот эту вот линию рамочки. Дальше что я делаю? Нахожу середину этой мешковины. У меня оно 23. Вот в таком состоянии. Так, и мне нужно, длина кармана у меня 16. Значит, 8 в одну сторону, 8 в другую сторону. Значит, я делаю длину кармана. Вот так вот я отмечаю. Вот так вот я отмечаю. Вот я отметила. Вот мой карманчик. Это листочка будет такая вот. И что я делаю? Для того, чтобы было все прекрасно, все сходилось, что я делаю? Я намечаю, где у меня здесь серединка. Так же само. Где у меня середина. Сейчас я вымеряю, где у меня середина по пройме. Так, чтобы серединка с серединкой сошлось. Сейчас я вот так вот сделаю. Еще раз проверю.
27. Вот так вот серединка. У нас будет вот так, вот здесь вот серединка. Еще раз проверяем наше расположение здесь кармана. Так же само вот здесь вот. Все проверяем. 16. Вот так вот. И вот так вот. Будет ровненько. Вот в таком вот состоянии нам нужно начертить наш карман обязательно. И определить, где у нас середина. Так, что мы делаем? Определяем середину. Середина, мы выводим эту середину немножко чуть-чуть дальше. И что я делаю для удобства, для всего, что мне нужно будет работать с этим. Вот так вот я нахожу середину мешковины этой. Вот так вот. Мешковины, середина мешковины. И все, чтобы было ровненько. Вот так вот. Прошу прощения. И вот так вот примерно закалываю. Но еще один маленький нюанс. Еще раз проверяю, правильно ли середина. 27. Все, здесь правильно. Что я делаю? Я беру лак. Беру лак и вот брызгаю вот именно в этом месте, где у меня намечено лицо. Вы не бойтесь, оно выстирается, но будет плотность, и оно пристанет. Вот это вот, когда нам будет нужно строчить, оно все это пристанет и не будет двигаться, и вам очень удобно будет работать с этой мешковиной. Естественно, мы булавочками приколем, но для того, чтобы зафиксировать и чтобы оно не двигалось, это трикотаж, и вам будет очень удобно. В принципе, я таким методом раньше не работала, но сейчас технология развита, и я все это решила, все это попробовать. И очень, кстати, удобно. Что дальше я делаю? Оно вот здесь вот закрепилось, видите, приклеилось. Оно не мешает ничему. Здесь остались меточки, потому что ушла вся, видите, как оно прикрепилось хорошо. Меточки ушли, я опять же намечаю, вырисовываю меточки. Вот. Вот кармана. Вот так вот. У меня здесь серединка намечена. И вот это вот все я вывожу. Вот так вот по линеечке. И вот так вот. Вот в таком состоянии. Здесь я заколю. Но мы лаком закрепили, чтобы, когда под машинкой, чтобы оно не двигалось. Вот в таком вот положении. Это лицо. Видите, это лицо, это изнанка. Можем вот так вот вывернуть и проверить, совпадает ли уже у нас вот эта вот часть, где у нас намечено. Нет, не совпадает, дорогие мои. Где я наметила, оно не совпадает. Я неправильно сделала, потому что это как бы немножко неправильно. Вот, немножко вот сдвинуть надо. Вот так вот, вот. И уравнять. Я опять же беру, чтобы было правильно. Вот, прокалываю иголочкой. Ага, правильно. Правильно.
Вот так иголочкой проколола. Здесь правильно. Вот так вот, чтобы уравниваем, чтобы было правильно. И здесь правильно. И вот так вот опять же иголочкой с этой стороны, чтобы все было правильно. Вот так вот я наколола, проверила. Ага, у меня все здесь правильно. Иголочки убираем. Закалываю здесь. Сейчас с наметками работать я не советую, потому что наметки это одно, а сейчас совсем другая технология. И лучше работать вот таким вот способом, потому что наметочки, они практически не нужны. Так, что еще как я еще проверю? Я возьму вот так вот линеечку и проверю, как у нас там с карманом. Все, это правильно, линия будет у нас правильная. Опять же переделали мы. Вот так вот, опять же шлаком побрызгали, чтобы оно закрепилось. И прогладим. Прогладим, чтобы оно закрепилось. Вот оно закрепилось. Все, я опять закрепляю. Я вам показываю, как можно, не дай бог, ошибиться. Лучше лишний раз проверить с этим карманом. И потом, что мы делаем? Для того, чтобы это все было правильно, вот эту вот часть мы переворачиваем. И опять же все так же само проверяем. Проверяем всю... Так, где я делала сантиметр? Уже сантиметр слетел. Проверяем же опять середину. Проверяем середину. Все здесь проверено. Наметили. Здесь у меня меточки сохранились. Это все вот так вот. 8. Сюда 8. И сюда 8. Вот. Все. Вот это вот у нас будет правильная линия. Правильное вкачивание. Что мы делаем? Вот это вот у нас все вот так вот выставлено красиво. И я еще могу здесь заколоть, чтобы оно не двигалось. И здесь тоже заколю, чтобы оно не двигалось, нам не мешало строчить. Вот так вот. Все, в таком состоянии мы проверили вот здесь вот полностью все стороны, чтобы была симметрия. Здесь, 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 везде должна быть симметрия. И строчим на машинке. Я сейчас вам покажу, как я буду строчить. На машинке я прострочу, чтобы не отвлекаться уже. И я беру, строчу с этой стороны, там, где у нас вот мы наметили. Все. Рассматриваем, чтобы у нас там все было правильно. У нас здесь плотненько, потому что мы лаком. И начинаем с любого угла, с любого места мы начинаем строчить. Прошу прощения, у меня педаль в сторону. И начинаем мы, опускаем иголочку и строчим. При поворотах иголочка у нас, делаем закрепочку, при поворотах у нас иголочка внизу, чтобы у нас был угол красивый, обязательно, потому что когда будет
мы не будем поднимать иголочку, у нас угол красивый не будет. А нам нужно, это правило, строгое правило, там, где углы, мы должны это все сделать. Дальше мы обстрачиваем это все красиво. Иголочка внизу, я повторяюсь. Иголочка внизу. Все. Это мы сделали. Я обстрочила. Сейчас нам пока нужно это все убрать. Но пока нам не нужно. Я такую машинку взяла, чтобы можно было двигать, передвигать. И ничего страшного. Все, проверяем мы, ровненько ли у нас. Вот так вот. Вот такой вот прямоугольничек я прострочила. Здесь и здесь, со всех сторон все видно. Все, убираю я булавочки. Все это я убираю. И что я делаю? Булавочки здесь убраны. Что я делаю? Я должна этот карман разрезать. Что я делаю? Я беру где-то 1,5 сантиметра и 1,5 сантиметра. И этот, неважно, наполовину разрезаю. И вот так вот намечаю, где я должна подрезать. Все, берем и все проверили, когда вы видите, здесь наклеено очень хорошо, оно плотно, не двигалось, когда мы строчили, потому что это трикотаж, а для вас это будет очень золотой такой метод. Все, разрезаем, берем посерединке, доходим до 1,5 сантиметра, делаем вот такую вот надсечечку. Аккуратненько, у нас кончики ножниц должны быть острые. И вот так вот выводим. Аккуратненько вот так вот делаем надсечечки. И так же само с этой стороны. Вот так вот. Это будет... Это есть другие методы листочки, но это новый метод, потому что раньше такие методы не делали, там совсем по-другому. Что я делаю? Выворачиваю вот так вот карман, выворачиваю его. Это у нас будет внизу это. И что я делаю? Я вот так вот беру линеечкой, у нас на ширину линеечки. Этот у нас карман, листочка. И вот так вот его, это внизу у нас будет. А вот это у нас будет вверху. И что я делаю? Вот там, где намечено у меня, вот так вот вывожу этот карман. Вот он. Можно даже заутюжить. Я вам лучше заутюжу, чтобы было лучше заутюжить, потому что неудобно с той стороны выворачивать вот так вот карман. Лучше заутюжить. Это самое лучшее будет. Наметочки, я же вам говорю, что с наметками
практически уже никто не работает, потому что на наметки уходит много времени, и оно лишнее, забирает время. Я лучше вот так вот проутюжу. Здесь пара, вот так вот красивенько проутюживается. Все. Вот наша идет. Сейчас я опять же вот так вот выворачиваю красиво его, чтобы... И лучше я заколю с этой стороны, потому что вам будет не видно, непонятно, как лучше сделать. Я заутюжу вот это вот. И до, видите, как до входа в карман, вот до этой части, вы этот карманчик вот так вот приутюживаете. Что дальше? Отутюживаете здесь. И вот так вот у нас будет карман. Что я предлагаю? Вот видите, как оно? Я с той стороны заутюжила, а с этой стороны. И вот у нас получился карманчик. Видите, как быстро карманы сделать? Очень хорошо и удобно. Этот карман у нас прекрасно получается. И очень удобно и быстро. Во-первых, нам помогает нам вот этот вот клей и клеевая. То, что я вам показывала, клеевая, это само собой. Оно не перекручивается. И лак. Лак в помощь для того, чтобы не использовать наметки и все остальное. У вас практически карман уже готов. Все, вам нужно будет просто прострочить вот эту вот, сейчас я проутюжу, вот немножко вот эту вот часть. Вам нужно только проутюжить и прострочить. И у вас карман готов. Прострачиваем мы по этим вот вы берете вот так вот и прострачиваете, закрепляете вот ту рамочку. Вот так вот берете и прострачиваете. Вот наметили, прострочили. У нас здесь лишнее получилось, но и так же само с другой стороны. Я не рассчитывала, потому что мешковина не требует больших расчетов. И я вот это вот срезаю. В принципе, оно то, что наполовину. Все, я намечаю, где мне еще прострочить вот эту вот часть. И у нас карман готовый. Смотрите, чтобы оно было параллельно. Кармашек был обстрочен со всех сторон. Здесь вот неправильно немножко. То, что у нас будет лишнее, мы срезаем. Вот где-то вот на такую, на руку карман будет у нас прекрасно выглядеть. Сейчас я прострочу. Вот видите, какой карманчик замечательный здесь у нас получился. Просто прелесть. Быстро и легко. Это очень хороший метод, потому что раньше были эти методы очень такие, они сложные, чересчур сложные. Этот метод вообще потрясающий. Я в последнее время начала работать с этим методом. Просто потрясающе. Вы закрепляете со всех сторон. И все. И ваш карман. Естественно, вот здесь вот, где у вас вот так вот берете. Еще один нюанс. Берете вот так вот иголочкой.
и закрепляете, тут уже иголочкой, потому что, чтобы не было перекоса, вот здесь вот самое главное, нужно смотреть, чтобы не было никаких перекосов. Вот здесь вот закрепляете, чтобы вот здесь вот уголочек этот ну, сошелся. И здесь так же само, обязательно. Вот, чтобы не было вот здесь вот таких вот переходов, перекосов. Обязательно должен быть здесь прямой угол. И вы это закрепляете здесь булавочками. Вот так вот. Вот, видите? Вот эту вот часть вы вот так вот, вот эти вот, чтобы здесь был прямой угол, там где вот под линеечку у вас должен быть прямой угол, потому что эта часть, она пока еще двигается, и вы ее устанавливаете, чтобы был прямой угол здесь и здесь. Тогда будет великолепная рамочка, и вы будете просто, вы будете просто довольны своей работой, потому что карманы шить, обрабатывать карманы очень, ну, трудоемко. И все, вот это вот мы по этому берем и прокладываем строчечку по нашей там закрепочке. И прострачиваем. Опять же поворачиваем, когда иголочка внизу. И вокруг прострачиваем. Прострочили внизу. И дальше идем. Так, у меня колпачок сошел. Так, и вот это вот здесь вот аккуратненько этот уголочек мы придерживаем, так, чтобы не задеть основную ткань, но чтобы рядышком прострочить. Если мы чуть-чуть где-то съехали, мы вот так вот прострачиваем. И туда-обратно иглой. Так, у меня нитка оборвалась, прошу прощения. Оборвалась нитка, сейчас я перезаправлю. Ниточка оборвалась, когда такая машинка, она капризная, ее нужно правильно заправлять, потому что если она оборвалась, значит заново надо все перезаправлять. И вот так вот мы заправляем иголочку заново, пересмотрим мы свой этот сейчас челнок. Все бывает, потому что здесь клей. Я уберу эту. Пересмотрю челнок, чтобы правильно был заправлен, потому что все должно соответствовать. Так, переправили ниточку, вытаскиваем. Все, мы можем строчить дальше. Техническое повреждение. Все, делаем закрепочку. Все, что было правильно. Строчим по линии. Аккуратненько. Не спешим. Проверяем все. И несколько раз мы делаем закрепочки там, где у нас этот треугольничек. Обязательно, чтобы карман у нас не рвался. Если вы видите, что еще нужно где-то сделать закрепочку, вы можете заново сделать эту закрепочку, не бояться. Все, лучше сделать
несколько лишних закрепок, чтобы карман не рвался, потому что вы будете все время него рукой. Так, все, машинка как вроде бы мне уже не нужна. Я ее отставляю пока. Вот, все. Сейчас я вам показываю, как я прострочила. Вот, видите, вот где этот треугольничек, я здесь сделала закрепочки по 3 раза, желательно. Вот, обстрочила этот карман, с другой стороны так же само, где уголочек, закрепила все, прострочила. Теперь я обрезаю лишнее, оно мне не нужно. Уголочки можете оставить, потому что, чтобы оно не трепалось, лучше их оставить, не надо обрезать. Вообще, в принципе, можно вот так вот подрезать, это ничего страшного нет. Все лишнее срезаете, не зацикливаетесь на каждом миллиметре этого шва. Вы делаете не, допустим, на производстве, что вы там каждый сантиметр у вас должен быть там подрезан или еще что-то. А это вы индивидуально работаете, и вы делаете все. Вот наш карманчик. Вот это с изнанки. Вот наш карманчик. А это с лица. Вот так вот мы делаем нагрудный карманчик. Листочка. Все. Вот наш карман. Прекрасно. Это все убирается или уксусом, или утюгом паром. И у нас карманчик готов. Следов от лака у нас не остается. Карманчик просто великолепно. Вот можете посмотреть, как этот карман выглядит вот здесь вот на манекенчике. Я вот показываю вам, заколю. И вот так вот здесь вы разутюживаете, подутюживаете. Эти линии, они уберутся. Нам, кстати, еще нужен будет центр для этих. Так же само я буду на следующем уроке показывать, как сделать такой же технологией петельки. Я вам покажу, чтобы не делать петельки на машинке, а я буду также само обстрачивать, как этот карман. Видите, какой он? Он плотненький, тем более оно выстирается все вот то, что лаком, но все равно плотность сохранится, потому что мы наклеили клеевую. Обязательно без клеевой вы даже не беритесь делать что-то. Если нет клеевой, значит можно даже лаком соединить вот эту вот часть. Но оно будет мягкое такое. А так будет карман всегда сохраняться, потому что карман не будет стираться. Для чего еще? Для долгого служения ткани, потому что если здесь будет клеевая проложена, ткань не будет вытираться вот здесь. Вот. Так что это и для качества, и для этого. Все, мои хорошие, пробуйте делать этот карман. И у вас все получится, мои хорошие. Всем желаю творческого вдохновения. Продолжайте работать, сделайте нагрудный карманчик. У вас все получится, мои хорошие. Вы не бойтесь, начинайте делать. Это очень просто. Просто вы выстрачиваете рамочку, а потом выкладываете этот карман. И у вас все получится, мои хорошие. Желаю вам творческих вдохновений, мои хорошие, чтобы все у вас получалось. Подписывайтесь на мой канал, будете просматривать дальнейшие видео, потому что мы будем работать дальше, как
завершать спортивный костюм. Есть предыдущие видео, очень много полезной информации для вас. Для каждого есть много полезной информации, мои хорошие. И всем желаю и посылаю безусловной любви и благодарности. Всем пока-пока, мои хорошие. Подписывайтесь на мой канал. И всем самого наилучшего, мирного неба и всех благ, хорошего настроения. Всем пока-пока. Так, и что ты мне показала? Что она заряжена?